Если говорим об архивном наследии церковной зарубежной России, то, ну, с одной стороны, действительно добраться во многие места сложно, но, с другой стороны, и не настолько уж это является препятствием. Конечно, много еще находится в Нью-Йорке, в архиве Архиерейского синода Русской зарубежной церкви, Мгм. в Джорданвилле, где архив Свято-Троицкого Джорданвильского монастыря, и куда многое тоже было перевезено и там систематизировано сейчас, и, в принципе, не так уж много исследователей. Джорданвильский монастырь сейчас уже фактически не русский монастырь. Если когда я там бывал первые разы, там, в нулевые годы еще русских было немало, и студенты были фактически все русскими. Ну, сейчас, когда вот я там был последний раз в 16 году, там всего только 2 студента знали русский язык из всех семинаристов. Один из них при этом был грузин. Вот, так что сейчас, наверное, как-то еще хуже. Вот, но много там чего интересного. И в свое время Дмитрий Павлович Анашкин, да, и отец Андрей Писарев, связанные когда-то было с катакомбным движением на родине, потом уехавший, они собрали очень много информации даже по жизни у нас в России. И там большое количество кассет с записями очевидцев того времени, как была организована тайная жизнь церкви, воспоминания о тех священниках, которые там легально, нелегально, полулегально окормляли свою паству. И все это лежит, и фактически никому не нужно, потому что, ну, монахи русскоязычные там уже старые, новые монахи русского языка не знают, студенты фактически все уже не русскоязычные. Ну, а из России как-то никто и не ездит. А сами понимаете, там нужно поработать не одну, не 2 недели, а уж там пару-тройку месяцев как минимум, чтобы все это расшифровать. Вот, но такие вот вещи случаются. Стэнфордский университет содержит фонд серого кардинала Русской зарубежной церкви, епископа Григория Граббе. Вот, и тоже не особо-то это кому нужно. Ну, в свое время для меня сделали там немало копий, но это совсем ничтожная часть того, что там есть. Затем, ну, как сейчас, как мне говорят, архив Запада, это архив германской епархии Русской зарубежной церкви тоже более-менее разобран и спасен от уничтожения. Ну, там находились все документы в ужасающих условиях, там в условиях сырости и плесени, но все это им удалось привести в порядок. И сейчас они это перевезли за город, где есть достойное помещение для всех этих документов, но тоже как-то нет тех, кто не просто может, но и хочет туда ездить. Ну, местные отдельные энтузиасты работают, и это замечательно, но, опять же, из России мало кто этим занимается. Если берем Святую Землю, ну вот, опять же, могу сказать, что архив русской миссии в Святой Земле Московской Патриархии фактически закрыт по принципу как бы чего не вышло. Когда руководил этой миссией архимандрит Исидор Минаев, он зазывал исследователей. Мне удалось там побывать, но не так уж много там интересного, допустим, по довоенному периоду, там больше период послевоенный. Ну и, по-видимому, из-за того, что все находились тоже в той или иной связи со спецслужбами, то и не слишком откровенничали. Но, тем не менее, что-то есть, но, опять же, сейчас туда попасть невозможно. Ну, наверное, так же, как с архивом отдела внешнецерковных связей Московской Патриархии. Много чего там есть, и формально архив не засекречен, а при этом, ну, туда никого не пускают. Могут сослаться на то, что нет читального зала, или вообще ни на что не ссылаться. Ну, нельзя и нельзя. Либо, если кто-то что-то запрашивает, то ставят какого-нибудь юношу, который там работает, вот чтобы он подобрал нужные документы, а ему и дела никакого нет до этих документов, и до этих запросов у него и других дел достаточно. Так что, может, посмотрит, может, не посмотрит, а вопрошающему ответит, что ничего нет. Вот такая вот беда.
Что касается там архива Русской духовной миссии в Святой Земле Русской Зарубежной Церкви, ну, насколько я знаю, туда попасть намного проще. Но, опять же, никому не надо. И говорят, там все в коробках выставлено в коридорах, и тоже все эти коробки мешают. Ну, а обитатели подворья, наверное, и сами уж не знают, что с ними делать. Сколько мы знаем историй, когда в последний момент какой-то ученый чуть ли не из печки выхватывал письма или сочинения какого-то святого в каком-то монастыре, да, которые считались потерянными. Так и здесь. Вот, ну, также все-таки есть такой вот, наверное, положительный момент, да, такая приятная новость. Стало известно, что в Хабаровске оказалось немало харбинских документов китайской эмиграции. Вот, но на Дальнем Востоке мало кто этим занимается. Есть, конечно, там энтузиасты, но они тоже это все не охватят, а отсюда ездить тяжело, но, опять же, было бы желание. Вот, и, да, пожалуй, положительный момент то, что все-таки появляются в электронном виде отсканированные журналы, да, помимо вот уже названных, тут и назову нашу страну. Вот, так что, ну, есть над чем работать. Ну, а потом, если уже изучить то, что всё-таки есть в открытом доступе, можно уже и смело, и зная, чего ты хочешь, перейти и на архивы, которые так труднодоступны или которые считают сейчас недоступными. Да, это, по-моему, да, кто там, Стругацкие говорили, если не ошибаюсь, что, ну, что ж, сейчас мы не можем все писать, публиковать, но потом, может быть, и время изменится. Все равно нужно писать, а потом все это будет востребовано. Спасибо.